Привет, друзья! Добро пожаловать назад на мой канал. А, блядь! Растыкан! Hi guys! Welcome back to my channel in Russian from afar. And today I'm gonna teach you 10 the most funny Russian slang words. If you say these words to your Russian friend at a party or just to anyone, it will make them smile. That's why I've chose this specific 10, which they're very positive, very funny, and I'm sure anytime you're gonna use it, it will make you closer to your friends and it just make everybody laugh. And this video I'm gonna speak only Russian, so if your level is not ready yet for this, you can turn on English subtitles or Russian subtitles, whichever you want. Are you ready? Поехали! Итак, первое слово – растыка. Как вы видели в начале этого видео, я уронил свою камеру, и мой дорогой друг, то есть я, сказал мне «растыкан». И что значит растыка? Растыка – это человек, который очень неуклюжий, который всегда все роняет, у него все из рук падает. Когда он едет на велосипеде по рисовому полю, и он падает в поле, что, конечно, я никогда не делал. Тем не менее, это очень смешное слово, и вы можете сказать его любому другу, когда он делает что-нибудь такое смешное, когда у него что-нибудь упадет из рук. Вы можете сказать «растыка». Следующее слово – колбасится. Колбасится происходит от слова колбаса, но я не думаю, если есть какая-либо связь. Но смысл этого слова означает тусить, веселиться, отдыхать и просто очень на всю катушку, так прямо проводить время с радостью, да, проводить время очень весело, танцевать, так «хей». Это значит колбаситься. Ты чё такой усталый? Да, мы вчера с друзьями всю ночь колбасились. Следующее слово варик. Варик – это сокращенно от слова вариант. Хочешь в кино пойти? Тоже варик. Эй, давай колбаситься! Не варик. Завтра мне рано вставать. Следующее слово накукситься. Это очень такое смешное слово. Я даже не знаю, что оно значит, откуда оно происходит. Но это означает, когда человек, он обиделся, он надулся, да, такой, то означает, что он накуксился. Ты чё накуксился? Ты сама знаешь, чё? Залипать. Залипать у этого слова есть два смысла. Первый смысл означает проводить время в компьютере очень много или в телефоне. Хорош залипать в телефоне. Пошли гулять. Пойдем. А второй смысл означает засыпать. Когда ты еще не спишь, но ты что-то делаешь, и ты немножко засыпаешь. А ну не спи! Извини, что-то я уже залипаю, я пошел спать. Базара нет. Это очень смешное слово, у которого может быть немножко, как сказать, такой... Оно происходит из криминальной среды, как мне кажется. Но когда его используете вы, как иностранец, то, я уверен, всем будет очень весело сказать. Но что оно значит? Базара нет значит, что вы согласны с чем-то, да? Что здесь нечего обсуждать. Базара нет. Любимая, ты можешь мне помочь немного здесь, на кухне? Здесь очень много работы. Базара нет. Следующее слово ржать. Ржать буквально это
тот звук, который издает лошадь. И. Или по-английски вы говорите «ней». Да, это мы говорим «лошадь ржет». Но мы используем это слово, когда кто-то очень громко, очень неприлично смеется. Чё ржёшь? Да, фильм смешной, иди смотреть. Хорош ржать, спать не даете. Точить или заточить, да, совершенный вид заточить. Это слово означает есть. Особенно это относится к каким-то таким маленьким печенюшкам, какому-то перекусу, чипсам, да, что-то такое небольшое. Иногда люди точат и обед, но, как правило, используется к небольшим блюдам. Чё точишь? Печеньки. Хочешь? Нет, спасибо. Как хочешь. У тебя есть что-нибудь заточить? А то я пипец голодный. Хочешь печеньки? Батоница. Батоница — это одно из моих самых любимых слов. Буквально слово «батон» означает хлеб. Как булка хлеба, мы говорим «батон». Батон белого хлеба или батон черного хлеба. Но в данном случае означает быть как хлеб, то есть быть расслабленным, ничего не делать, лениться, просто отдыхать. Батоница. Давай немного побатонимся. И последнее по списку, но не по важности. Слово «толканка». Толканка – это то, без чего люди не могут жить дома. Это то, что всегда помогает нам в самую трудную минуту. А именно это туалетная бумага. Толканка. Маша! Маша! Чё? У нас толканка закончилась! Принеси мне новую! Спасибо! Вот и все, друзья, на сегодня. Надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео. И у меня есть для вас вопрос. А вы знаете какие-то смешные сленговые русские слова, которые вы используете обычно или которые ваши друзья используют? Напишите, пожалуйста, их в комментариях. Будет очень интересно посмотреть. И если вы хотите видеть больше таких видео о русском языке, о разных интересных словах, об историях, то не забудьте посмотреть мой канал. Там у меня есть много классного контента. Так что можете подписаться, поставить колокольчик. Это очень поможет мне, чтобы продвигать мои видео на YouTube. И, конечно, я делаю все это бесплатно, но я буду благодарен, если вы можете помочь мне небольшой денежкой на Патреоне, где вы можете получить дополнительный транскрипт к эпизодам, классные какие-то материалы, бонусы, мы разные проводим мероприятия, квизы, игры и тому подобное. И вы можете купить мне кофе. Тоже будет очень приятно. Спасибо большое, друзья. Желаю вам отличного дня. Не будьте растыками, не залипайте в телефоне, а просто батоньтесь и колбастись. До скорого. Пока-пока. Хорош, батонница, иди работай. Ну, мам!